Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем, с одним топором да молотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик, борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем, а привстал да замахнулся, да затянул песню. Кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг. Только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход. И вон она понеслась, понеслась, понеслась. И вот уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Не так ли ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешь-то? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух. Летит мимо все, что не есть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.